Старик Михайло сидел на холодной скамье в парке, обняв плечи руками, пытаясь согреться. Ветер прорезал его старую куртку, а дождь, мелкий и колючий, не прекращался. В глазах пустота, в душе тяжесть, которую не могла затмить даже усталость. Он не знал, куда идти, не знал, что делать. Все, что было у него, дом, семья, теперь оказалось за пределами его жизни. Его сын, молодой и успешный Игорь, выгнал его из дома. «Ты больше не нужен, папа». Такие слова прокололи сердце старика. А его невестка, Татьяна, женщина с холодным взглядом и уверенным голосом, поддержала сына. Она не скрывала своей неприязни к свекру. И вот, в тот день, когда Михайло пришел домой, чтобы взять свои вещи, она тихо сказала: «Ты больше не можешь здесь жить. Ты бесполезен. Мы не можем заботиться о тебе. Игорь прав, тебе пора уйти». Старик не понимал, как все так быстро изменилось. Еще вчера он был частью этой семьи, а сегодня оказался на улице, один, забытый и никому не нужный. Он остался без крова и без семьи, только с горечью и воспоминаниями. Прошло несколько часов. Старик сидел в парке, укрываясь под старым деревом, где не было ни одного прохожего. Он даже не думал о том, как долго будет сидеть здесь. В голову не приходила ни одна мысль, кроме того, что ему некуда идти. И вот, когда он уже начал засыпать от холода, кто-то тихо подошел к нему. Старик поднял глаза и увидел пожилую женщину. Ее лицо было покрыто морщинами, но глаза были теплыми и заботливыми. Она стояла рядом с ним, наклоняясь, как если бы собиралась помочь. «Что ты здесь делаешь, старик?» — спросила она мягко, но твердо. «Почему не домой?» «Нет у меня дома», — ответил он, пытаясь скрыть слезы. «Выгнали меня. Сын с женой». Она присела рядом с ним, внимательно смотря на его уставшее лицо. «Ты замерзаешь, бедняга», — сказала она. «Пойдем ко мне. У меня есть место для таких, как ты. Пойдем». Он не мог поверить своим ушам. Кто эта женщина? Почему она готова помочь? Но, несмотря на сомнения, старик встал и пошел за ней. Она повела его через улицы, ведя, как если бы это был ее родной человек. Женщина привела его в маленькую, но уютную квартиру на окраине города. В доме пахло свежим хлебом, а в углу, на подоконнике, стояли цветы. Женщина накрыла на стол и предложила ему горячий чай. Старик, почти не веря, что это происходит, с благодарностью принял приглашение. Он почувствовал тепло, которое давно не ощущал, и это тепло не только от чашки, но и от самой женщины. «Знаешь, я тоже потеряла семью», — сказала она тихо, когда они сели за стол. «Моего мужа забрала болезнь, а дети уехали в другие города и не навещают. Так что я привыкла быть одна. Но я верю, что всегда можно помочь другому человеку, если есть силы и желание». Старик молчал, слушая ее. В его сердце что-то изменилось. Он почувствовал, что наконец-то нашел нечто большее, чем просто приют. Он почувствовал, что есть еще добрые люди на этом свете, которые способны подарить надежду. «Ты останешься здесь», — сказала женщина, когда он встал, чтобы идти. «Я не могу оставить тебя на улице. У меня есть кровать, и тебе будет комфортно. Я не могу обещать, что буду тебе семьей, но, может быть, мы будем поддерживать друг друга». Старик, который уже отчаялся, почувствовал, что, возможно, ему еще не поздно найти свой путь. Он понял, что, несмотря на боль и предательство, в мире еще остались люди, готовые протянуть руку помощи. И это было достаточным для него, чтобы начать новую жизнь с надеждой и светом в сердце. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.